Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Веда Врата. Сегодня у нас тема, у нее сложное большое название, я ее назову несколько раз в разных формулировках. Можно сказать так. Тема: как противостоять иллюзорной реальности, фейкам, то есть мошенничеству, обману, ложной информации, подтасовкам фактов, тому, что нас вводит или хочет ввести в заблуждение в контексте информации. Можно назвать эту тему более научно: социальные технологии и психические технологии, чтобы влиять на людей, в том числе на нас, на меня, и как этого избежать. То есть социальные или социотехнологии – это технологии влияния на социум, на общество, теми, кто имеют ресурсы, возможности, чтобы это им было полезно тому, кто влияет, управлять людьми, социумом, обществом. Психотехнологии – это более индивидуально, это влияние на психику человека, то есть на его восприятие, мышление, чувства, чувствование, душу, можно сказать, на его эмоции, чтобы точно так же использовать одного конкретного человека. И поскольку мы живем одновременно в 4 реальностях, мы все дух, сознание, мы все живем в высшей реальности. Кроме того, мы все тело, у нас есть природная реальность, нам нужно есть, пить, дышать, что там еще, быть в тепле, в защищенности. Мы живем в социальной реальности, в обществе, в стране, в государстве, во внешнем мире. И мы еще живем в виртуальной, в иллюзорной реальности, в наших мечтах, в наших картинках, упованиях, надеждах, грезах, фантазиях и иллюзиях. Живя в этих 4 реальностях, нам нужно правильно позиционироваться, иметь правильные ориентиры, чтобы социотехнологии, то есть влияние, как их назовем, сильных мира, на социум не сильно нам портила жизнь, и психотехнологии, в том числе это гаджеты, соцсети, в том числе искусственный интеллект, что там еще называется, информационные технологии нам не мешали. Неправильно будет думать, что я предлагаю отказаться от информации, информационных технологий, от связи, от телефонов, от компьютеров, от интернета, от искусственного интеллекта, от соцсетей. Нет, не надо отказываться. Нужно просто правильно это применять. Нужно понимать, что это такое, кто это создал, для чего, как оно в целом влияет на социум и на конкретного человека. И как с этим жить, как этому противостоять, когда этими технологиями современными мне может быть нанесен вред. Итак, есть научное понятие информационной технологии. Это совокупность различных средств для передачи информации. Когда-то это были телеграфы, потом телефоны, телефонные станции, тоже входит телевидение, радиовещание, потом появился интернет, поэтому в эти технологии вошли компьютеры и персональные, и серверы, средства связи, и программы по их обработке. То есть в информационные технологии входит не только передача информации, а обработка информации. И что такое криптовалюта? Это IT-технология, это программа, которая производит валюту, ее вырабатывает, ее рассчитывает, майнит, то есть она ее добывает с помощью математических расчетов. То же самое соцсети, это не просто удобное средство для переписки, или ресурс для публикации фотографий, или продаж, или покупок. Нет, это гораздо более серьезная система, в которой есть огромнейший искусственный интеллект, и может быть она по сложности более
глубокая, чем компьютер, который управляет космическим аппаратом. То есть какая-нибудь мощная сеть компьютерная, да, соцсеть, там Facebook, Instagram, какие еще есть мощные сети. Там может быть серверы, да, как некоторые сервера, то есть вычислительные способности железа, hardware, и программное обеспечение, big data, то есть алгоритмы обработки огромных количеств информации. Они могут быть мощнее, чем та компьютерная программа, которая управляет там полетом космического корабля на Луну, на Марс или еще куда бы то либо. Вот. И на это ложится, на информационные технологии, не только как средство передачи данных, а как алгоритмы, которые контролируют эту передачу и в нее используют ее для влияния на людей. Входят психотехнологии и социотехнологии. Психо — это душа на греческий, это моя способность чувствовать, это мое восприятие, воспринимающий ум, манас, это мое восприятие, мое мышление, мое чувствование и в том числе эмоции. Социо — это то, что связано с социумом, то есть это общество, внешний окружающий мир, сообщность людей. Вот. Эти технологии применяют те, кто имеют на это возможность для того, чтобы получить от этого пользу. Чтобы это было понятно на простом примере, компания хочет что-то продавать, она выходит на рынок, она ведет пиар-компанию, то есть продвижение себя, у нее есть маркетинговая стратегия, туда входит реклама. Для чего? Чтобы продавать свой продукт. Там есть и социотехнология, как правильно себя позиционировать на рынке, в стране, а может быть в глобальном, мировом масштабе, какой образ себе создать и как влиять на конкретного человека, что ему нашептать, чтобы он купил наш товар. Вот. При этом эти обе технологии, и индивидуальная психотехнология, и общая социотехнология, они используют особенности строения человека, особенности его физиологии, работы мозга, его когнитивных способностей, то есть воспринимающих способностей. То есть когда-то давно природой или Богом, а может быть вдвоем, Богом и природой, было создано такое понятие, как поощрение за правильное действие, дофаминовое поощрение. И если человек себя правильно вел, у него появлялся дофамин, он чувствовал радость, иногда даже счастье, иногда даже удовольствие, наслаждение или оргазм. Вот. И это его вынуждало повторять это правильное поведение. Это, механизм в человеке остался. Но теперь он получает вознаграждение не за вскопанный огород или то, что он пробежал 5 километров или позанимался физическими упражнениями, а за то, что он посидел, посмотрел в телефон. То есть он повтыкал в гаджет, и там у него есть то же самое дофаминовое вознаграждение. То есть ему пришли какие-то лайки, что там, звездочки, сердечки, смайлики, ему написали уведомления, он получил какую-то обратную связь, он видит какие-то красивые картинки, его радует вот эта вот как бы жизнь. Вот. И это создает в нем зависимость. Как вот там правильный образ жизни может вызывать зависимость благодаря дофамину, неправильное поведение тоже может вызывать зависимость. А в этих устройствах используются виртуальные, иллюзорные поощрения, да, в виде, чего, как их назовем, не просто загорается какой-то пиктограммка, да, она анимируется, она красивая, прибежал какой-то котик, тебе что-то подарил. То есть это это жизнь, да, это такой целый мультфильм для меня. Кто-то написал и мне его показал. То есть брызги шампанского, звезды падают, да, то есть я молодец, я победил. Это как вот после, как называется, соревнований, да, кто-то стоит на первом месте с кубком, его обливают шампанским, вот, чтобы ему было приятно.
Там то же самое приятно, то же самое вырабатывается дофамин, но с помощью визуальных эффектов на экране. Это делают самые гениальные, как их назовем, продвинутые дизайнеры, программисты, чтобы меня радовала эта программа. И тогда мне это нравится, я попадаю в нее в зависимость и хочу дальше читать или писать, то есть получать уведомления, прокручивать ленту, то есть крутить ее, крутить, и каждый раз я получаю какую-то подпитку. При этом, если возможно, звук, но звук не всегда, а изображение, цвета специально как бы проверены психологами, вот, они влияют на мышление, на разум, на мозг, чтобы уменьшить критическую оценку, ну, чтобы склонить к положительному эффекту. Да? Как вот там в магазине, в пекарне приятный запах свежего хлеба. И я хочу купить хлеб. Хотя хлеб, может быть, не люблю и не ем. Да? В торговом центре какая-то музыка, которая меня провоцирует там долго быть и что-то покупать. Это уменьшает мне негативную реакцию, уменьшает реальную критическую оценку того, что происходит. Вот. Потом многократное повторение звуковых, вербальных, лингвистических фраз, они как бы накапливаются и получается такой отпечаток, ну как бы самскара, отпечаток, след, да, вот. Реклама гадкая, ужасная, противная, но получилось, что я слушал там 1000 раз, а тем более если миллион, да, и она как-то уже впечаталась, я понимаю, что это гадость, что это неправда, но она уже впечаталась, и я не могу от нее избавиться, она уже во мне, она уже оставила во мне след, вот, это программирует человека, то есть вербальный, лингвистический, звуковой, лексический, словесный. И вроде бы я был против этого товара, марки, бренда, изготовителя, но теперь как бы и не очень против. Ну, меня как бы пропечатали, перепрограммировали. И хочется детства, хочется игры, радости. Это называется гейм, да, геймификация. То есть вот там мы не просто что делаем, мы накапливаем баллы. Мы не просто пишем на форум или куда-то, мы повышаем свой рейтинг. Вот еще там, не знаю, 30 или 40 лет назад были форумы ББС, да, Broadcasting System, ББСки. Вот, и там у каждого человека был свой статус, рейтинг, там, от рядового до генерала. Вот я написал много сообщений, теперь я уже там сержант, потом лейтенант. И вот эти баллы, рейтинги, они создают иллюзию радости игры в жизни. И многие попадаются на эту геймификацию, вот, и подменяют реальное занятие накоплением баллов, да, повышением рейтинга. Какого? Виртуального, иллюзорного. Вот. Глобальная технология, социотехнология, то есть влияние на весь социум, так называемый коллективный интеллект, коллективный разум, коллективное мышление. Ну, там более сложные технологии, они на границе с политтехнологиями. Ну, допустим, создаются информационные такие, как сказать, волны, атаки, операции, которые вносят какую-то идею. И эта идея воспринимается большинством так, как заранее рассчитано. Допустим, вот там хаос, беспорядки, скоро будет кризис, скоро начнется гражданская война, все, нужна сильная рука, да, то есть нужен какой-то авторитарный правитель, чтобы удержать, чтобы не рассыпалась страна, или чтобы там поставить бандитов на место, чтобы не было преступности. Вот. То есть это как бы имитируемый управляемый кризис. Вот что-то произойдет. Или подобные такие вещи, то есть управление идеями, управление мышлениями, имитация кризиса и пугание хаосом. И тогда общество для того, чтобы выживать, вот, старается
выжить какими-то ошибочными решениями и соглашается, допустим, на политика-популиста, к примеру. Следующее в соцтехнологиях – это убирание ненужных мнений и создание правильных. То есть, допустим, у большинства людей какое-то есть мнение истинное, но они сами по себе, они не знают, что у большинства такое мнение. Этому человеку говорится, что он такой один, он выскочка, он неадекват, он против всех, да, он враг народа. Вот. У большинства мнение другое. Вот. И даже если не так, он думает, ну, наверное, какой-то ненормальный, я не хочу быть изгоем, я хочу быть как все. Человек же коллективное существо, да, я хочу быть как все. У всех какое мнение? Ага, такое. Я с этим совсем не согласен, это ужасно, это противно. Ну ладно, придется принять общее мнение. А на самом деле общее мнение не такое. То есть это подавление индивидуального мнения, истинного чаще всего, даже подавление свободы. Да. Подсовывается то мнение, которое нужно, и говорится, что оно уже у большинства. Вот все за это. И ты же не хочешь быть как бы отщепенцем. Тогда лучше присоединяйся ко всем. Будь с нами. Как это? Присоединяйтесь, граф, присоединяйтесь. Далее. Количественная имитация. То есть вот товар, и все его покупают. Есть идея, и все ее поддерживают. Есть какой-то фильм, и все его смотрят. Есть какое-то учение, духовная организация, или какой-то учитель, лектор, как его назовем, там, светоч, лидер, и все за него. Вот. И чаще всего это как бы имитация. То есть, покупаются либо программы, либо люди, которые создают видимость массовой поддержки. Как и там организаций, корпораций, так и частных лиц, например, политиков, там кого, учителей, лидеров и так далее. Далее. Как это все делается технически? Ну, давайте это отложим на потом. Есть специальные мощные компьютеры, дата-серверы и мощные программы, Big Data, то есть мощные алгоритмы. Вот. Как это все работает на примере конкретного человека. То есть вот у меня есть мнение, которое справедливое, истинное, но оно невыгодно, допустим, тому, кто управляет. Ну, там, социумом, государством, страной или какой-то организацией. Тогда одновременно в социотехнологии создается такая как бы тенденция, тренд в обществе, что вот другое мнение правильное, а те, кто с таким мнением, это нехорошо. И это продвигается через средства массовой информации. А конкретным людям, если они свое мнение выразили или есть такой потенциал, на него узконаправленно, как говорят, вот, таргетированно, целенаправленно дается специальная иногда реклама, иногда просто информационный поток, который приведет к тому, что он пугается своего мнения, то есть пугается того, что на самом деле справедливо, правильно или адекватно. Следующее, что делается для объединения этих технологий, это вот разделяй и властвуй, да, то есть разделение, поляризация в целом общества, чтобы люди не могли объединиться против зла. То есть вот давайте дадим идею, на которую все мнения разделятся пополам, как вот там за еврономера, против еврономеров, там за продажу земли, против продажи земли, там, за аборты, против абортов. Что там можно хорошо разделить людей? То есть взять какую-то идею, которая разделяет людей пополам. И тогда они между собой будут враждовать, и они не будут объединяться. А при этом те, кто создает вот эту поляризацию в обществе, они как бы делают свое дело, вот, и на них не обращают внимания. Все заняты какой-то брошенной проблемой, иногда малозначимой.
А конкретному человеку дается как бы, ну, либо ложная вина, вот из-за тебя теперь происходит в обществе раскол, вот, ну, ты виноват, что так вот все напряжены, поляризованы, вот, и все равно ты один ничего не сможешь сделать, поэтому вот смирись и просто не мешай нам делать свое дело. Значит, это происходит незаметно с помощью простых программ, которые установлены у нас, допустим, на телефонах, если мы их пользуемся. Ну, иногда это скрипты в браузере, если мы пользуемся для интернета, для соцсетей, не телефоном, а компьютером с браузером. То есть, либо в программе на телефоне, приложение, application, додаток, либо в компьютере в браузере есть специальные как бы скрипты, они собирают всю информацию о поведении человека. Это поведенческая информация. То есть не только по какому ссылке он зашел, а куда он перешел, куда он быстро переходил, куда медленно. Не только где он поставил лайк, а через какое время он поставил лайк. Поставил он там его и оставил, или поставил и убрал. Насколько он задержался, чтобы оценить информацию перед тем, как поставил лайк. Насколько он задерживается на каждом сообщении, записи, как это называется там, ну, сообщение, да, пост информации. Вот. Какие типичные алгоритмы поведения. И это создает как бы психологическую картину конкретного человека. И понятно, что там, если в одной соцсети есть миллиард людей, у них нет миллиарда картин, но просто есть типичные шаблонные люди, да, то есть психический профиль человека. И тогда людей делают, допустим, весь миллиард на там 1000 каких-то типов, да, тотемных животных, или просто там по цветам их можно поделить, да, если 1000 цветов найти. Просто по номеру, да, то есть профиль номер там 592. Вот. И о нем есть информация о том, что ему нравится, что не нравится, что он читает долго, что читает быстро, чему он лайк ставит быстро, чему не быстро. И при этом изучается его, ну, как бы, экономические взгляды, политические взгляды, потребительские взгляды и так далее. Во-первых, это удобно потом правильно продавать ему рекламу. Вот. Ну и проще на него влиять через социотехнологии. Следующее, что делают программы, они как бы выбирают то человеку, что он хочет смотреть, да, как бы, или пытаются это делать. И если у них это получается, они туда вставляют, вкрапляют то, что они хотят донести. Как вот самая оптимальная пропаганда или самый оптимальный способ внести ложь. Если это чистая ложь, она как-то сразу заметна, это очень топорно, грубо. Если нет лжи совсем, тогда мы не сможем внести свою пропаганду или рекламу. И тогда мы делаем, допустим, 9 правильных истинных сообщений, одно пропагандистское или рекламное, 9 правильных, одно неправильное. Вот. И это делается многократно. И поскольку люди листают эти ленты или что там, потоки информации много, то они могут просмотреть тысячи, а может быть даже миллионы сообщений. И из этого миллиона там 1/10 это уже 100 тысяч того, что нужно было ему внести. И он и вследствие многократности, как вот реклама работает, да, по телевизору, по радио, мозг, как вот сказали бы психологи, подсознательно, то есть на более глубоком уровне, неразумном, большое количество повторений, то, что он считал неправильным, несправедливым, неистинным, он уже в этом сомневается и постепенно начинает считать истинным, только вследствие количества повторений. Как защититься? Значит, мы рассмотрим несколько подходов и потом их как бы резюмируем в общие итоговые рекомендации. Значит,
главные два принципа, которые нужно всегда помнить и на котором основаны все рекомендации, советы, указания. Вот. Это называется как бы первый чистота, второй осознанность. Или первый можно назвать гигиена, а второй знание. Да? Гигиена и знание. Вот. Что означает гигиена? Не всему нужно верить. Не из всех источников информации получать информацию. Не на все нужно подписываться. Вот, как говорил великий Гельвеций, знание небольшого количества принципов позволяет не знать огромное количество информации. То есть не читайте новости, не читайте, что там, срочные сообщения, да, читайте аналитику, экспертную оценку. Раз в день будет достаточно прочитать экспертную оценку событий за день. Потом бывает еженедельная экспертная аналитика, да. Вот. Бывает события за месяц, а что произошло. Бывают итоги года, подведения. И аналитики, эксперты, профессионалы, они могут прокомментировать вот прямо новость, но в этом нет большого смысла, потому что завтра это уже будет не новость. И поэтому, если тебе нужно каждый раз что-то комментировать, ты комментируешь новости. Но если тебе нужно беречь свое время и заниматься делом, тогда ты комментируешь не новости, а тенденции, треки, тренды, то, куда все движется. То есть информационная гигиена — искать и получать не информацию, а анализ, экспертную оценку, описание глобальной ситуации и ее движение, изменение, то есть, как сказать, тренд по-другому, направление, куда это все движется, к чему. Вот. И второе — это познание, как бы осознанная разумность. То есть нужно знать, что такое сознание человека и как оно познает окружающий мир. То есть это осознающие и познающие способности человека, да, то есть осознанность и когнитивность. И понятно, мы не психологи, и нам эти слова могут быть непонятные и неприятные, но вот хорошо астрологам ведическим, они знают, что есть Сурья и Чандра, да, то есть это не просто там дух, род и природа, да, Пуруша и Пракрити. Это еще сознание и восприятие. Это атма и манас. И тогда человек понимает, что есть восприятие, это приходит через воспринимающий ум, через восприятие, через чувствование. Иногда чувствование, иногда восприятие. И есть сознание, куда это все сходится и которое это осознает. И нужно знать, отличать сознание от восприятия. То есть Сурью от Чандры, Солнце от Луны. И тогда мы будем знать, это вовне, это в органах восприятия, это в воспринимающем уме или в сознании. И тогда у нас будет всегда вот эта как бы граница, да, разграничение, забор в хорошем смысле этого слова. Вовне гадости много и лжи, фейков, пропаганды, попытки мошенничества, да. Вот. В мой восприятие оно может войти, да, через зрение, через слух. Воспринимающий ум может это попытаться направить в сознание, а сознание сказать, что стоп, я осознаю, что это нереально, это меня хотят использовать, это ложная информация. Следующее, вытекающее из этого рекомендации, значит, торопиться не надо. То есть не надо быстро листать, ставить лайки, ставить лайки, или перепостить, или кому-то рассылать, или о чем-то сообщать, или это распространять. То есть вот вы что-то важное прочитали, если это важное, но не срочное, оставьте это на час или до завтра, обдумайте это, и потом завтра уже решите, переслать это кому-то или не переслать. Завтра может окажется, что не надо это никому посылать, и вообще оно не стоит того.
и какая-то моя первая реакция была совсем неадекватной. То есть, ну там советуется сделать паузу хотя бы 5 секунд, но бывает какое-то важное письмо, оно меня задело, либо слишком обрадовало, либо слишком огорчило, и я сразу срочно пишу ответ, но не отправляйте хотя бы его, если уже не можете не писать. А завтра его перечитайте, как говорят, на свежую голову. Вот, и вы многое увидите, что было не так. То есть как минимум 5 секунд, а еще лучше с этим переспать и важные ответы, реакции, действия оставить на завтра, на основании полученной информации. Ну, как это вот бывает в детективах, а кому это выгодно, у кого был мотив. То есть, вот если мне что-то показывают, какую отреакцию меня хотят получить, на что-то может быть спровоцировать, и кому это будет выгодна реакция, тогда более понятно становится, почему именно это мне дают послушать или посмотреть. Ну, общайтесь с разумными людьми, да, с мудрыми, которые могут показать вам более объемную, более широкую картину происходящего. Вот не одно событие и его влияние, а в целом вереницу событий. Не одно происшествие, ситуацию, а уже как бы тенденцию ситуации. Посмотреть на это как бы широкоугольным объективом или панорамным фотоаппаратом, и увидеть, что картина не такая примитивная, узкая, как казалось. Иногда, если нет таких людей, можно как бы искать источники с альтернативными мнениями, вот, но они тоже могут быть ошибочными. Вот. И вот эта вот гигиена, это не только чистые источники информации, это ограничивание количества информации. Как вот переедание и недоедание одинаково вредны. И поэтому переедание информации, чрезмерное количество информации, оно разрушает человека, портит его настроение, психику, нервную систему, портит его здоровье, приводит к различным заболеваниям, мы это в отдельном видео рассматривали. То есть это путь к психическим заболеваниям, просто огромное количество информации. К нему не готово наше восприятие, мышление, наш мозг. Это только тенденции последних десятилетий, а может быть лет. И люди еще не перестроились, чтобы быть настолько информационными, производительными. Поэтому не подписывайтесь на все. То есть, один эксперт, там, один канал сообщений, один сайт с небольшим количеством итоговых текстов. В конце дня почитали, и все понятно. Вот, если утром вскакиваете и бежите там читать ленты в телефоне или на сайтах, это неправильно. Зайдите в e-mail, посмотрите, может быть вам кто-то что-то написал. Ничего не написал, вы кому-то напишите какой-то e-mail. Вот. А перечитывайте все это огромный поток информации, видеоновостей. Лучше всего раз в день, там, не перед сном, но так, чтобы вот не портить себе настроение. И не нужно вот беспрерывно читать. Что произошло, через 5 секунд я знаю. Кому нужно вот это вот мгновенное сообщение? Что изменится, если узнают через час, а то или через несколько часов? Ничего не изменится. Поэтому ограничение информации по количеству. Подписки, каналы, группы, сообщения — это тоже гигиена. И один качественный источник информации, или даже лучше знаний, он гораздо более ценный, чем большое количество свежих, многочисленных, как называется, ход, горячих, да, брейкинг, срочных. Вот, гораздо лучше. Вот. Ну и технически есть много аспектов. То есть, как это делать на телефоне, я не знаю. Я телефоном практически не пользуюсь. На компьютере, в браузере есть блокировщики рекламы, блокировщики трекеров, которые вас отслеживают. Я могу подсказать, как он ставится как экстеншн в любом браузере. Каком бы ни был браузер, есть экстеншн, он блокирует трекер, и соцсети будут про вас знать гораздо меньше. И искать правильно, так чтобы у
у соцсетей, у поисковых систем было как можно меньше информации о вас. То есть искать аккуратно, чистить историю поиска, вот, и блокировать не только рекламу, а и трекеры. То есть есть экстеншн, который блокирует все трекеры, вот, которые настраиваются, чтобы и работало, и про вас знали по минимуму. Развитие рационального разума. Тут, кроме того, что общаться с рациональными, мудрыми людьми, есть, наверное, игры, которые тренируют стратегию и рациональный разум. Допустим, вот шахматы, есть гоумуку или го, есть рензю, которая менее, более сложная. Вот, есть даже такая игра в точке, вот, она тренирует стратегию, рациональный разум. Вот, то есть не логику и интеллект, а именно рациональный разум. Вот. Ну и общение с разумными людьми тоже помогает замечать разумные вещи в жизни. Ну, еще такой тонкий аспект, может быть, его не все поймут. Чаще всего мои мысли, они не мои. То есть то, что кажется моими мыслями, чаще всего не является моими мыслями. А если посмотреть очень глубоко и философски, то вообще моих мыслей не бывает. То есть мысли ко мне приходят из источника мыслей, у меня нет ни одной моей мысли. И главное создать такие условия, чтобы ко мне приходили, хорошие, правильные, разумные, мудрые, стратегические мысли. Но мысли, даже те, которые мне кажутся моими, они не мои. Даже если кажется, что это я придумал, на самом деле я откуда-то это взял. Из какого-то источника идей, источника мыслей, источника знаний, из космического сознания и так далее. Поэтому, чем глубже вы примете такое правило, что мои мысли на самом деле не мои, тем лучше будет в контексте противодействия вредному влиянию на меня и на мое мышление, на мое восприятие и на мои реакции. Для астрологов понятно, что социотехнологиями занимается Граха Раху, то есть создание всего, что является не природным и не духовным, а иллюзорным, информационным или подобным, оно относится к Грахе Раху. И для астрологов я дам несколько тезисов, которые лучше помогут соединить их знание Джотиша, их понимание Раху с тем, что я рассказал выше о психотехнологиях и социотехнологиях. У Раху есть много имен. Одно из самых лучших имен – это сила иллюзий. Или сила того, чего нет. То есть сила будущего, но будущего нет. Оно будет? Вероятно будет. Возможно будет. А может и не будет. То есть будущего нет. Мы надеемся, что оно будет. Но будущее обладает огромной силой. Поэтому Раху – это сила того, чего нет. Если это сложная конфигурация, тогда это сила иллюзий, сила нереальности. Если Сурья и Гуру – это сила реальности, прежде всего Сурья, то Раху – это сила нереальности, иллюзий, фантазий, иногда ошибок, заблуждений, иногда мечтаний, иногда планов, упований, надежд, будущего. Вот. Этого нет, но это очень сильно. Вот. Поэтому из этого главного имени Раху, сила того, чего нет, сила иллюзий, нам понятно, что он хочет нас увести от реальности. Иногда это просто примитивно обмануть, как обман, мошенничество, шахрайство. Иногда просто увести, чтобы завести в другой, более красивый, более яркий, более интересный мир. Он хочет нам сделать добро, показать нам что-то очень
интересное, что-то новенькое, необычное, да, вот это уже было, хочется чего-то необычного, а есть что-то новое, а есть то, что я его не пробовал. Рах говорит, есть много того, что я не пробовал, пошли за мной. Вот, и поэтому это уведение от реальности, иногда это обман, иногда это симуляция, имитация, дополненная реальность, виртуальная реальность. Вот. И социальная сеть это как бы виртуальная реальность. Но как минус там есть мошенничество, обман, ложные новости, фейки. Вот. И что еще более неприятно, там есть иллюзорный образ людей. То есть вот какой-то политик хочет победить, он хочет использовать власть, да, полученную власть в своих корыстных целях, и поэтому он создает ложный образ себя. И мы верим этому образу, и за него голосуем. И потом говорим, блин, и этот тоже обманул. Вот. Второе, что Раху нравится все чрезмерное. Много говорят, что это расширение, но это преувеличение. Как вот, чтобы рассказ был интересным, рассказчик должен немного приврать, да? Чтобы описание рыбалки было очень захватывающим, нужно преувеличить размер рыбы, которую я поймал. Поэтому Раху он преувеличивает, искажая масштаб. Он раздувает из мухи слона. Если понять такая муссировать, как вот взбивать, то есть создавать пену, из ничего делать огромный объем, а там ничего нет, это пузырь. Вот. Ну, понятно, что какое-то мелкое событие превозносится какая-то мировая катастрофа. Вот там, ну, экология, да, какая-то там дыра, нужно срочно все закрывать, выключать, отказываться от чего-то, останавливать все автомобили, все атомные станции, все, нужно все выключать, потому что вот-вот будет какая-то трагедия, вот, будет мировая катастрофа. Это все Раху преувеличивает, чтобы вызвать, ну, чтобы влиять. Иногда через панику, иногда через, как сказать, блокировку разума, препятствие разуму, да? Человек в страхе, в панике, в боязни, катастрофе, он хочет выживать, и у него он действует часто нерационально, не иррационально, а просто теряет рациональный разум. И тогда его легко взять, да? Напугал, и все, вот он твой. Следующее, Раху, он не будет вредным, да, сила иллюзий, сила будущего, сила нереальности будет полезна, если его правильно применять. Поэтому человек должен оставаться человеком, то есть субъектом, а тем, кто принимает решения. Все полномочия на человеке. Вот, поэтому очень важно, чтобы искусственный интеллект или какой-то другой помощник, робот, ассистент не принимал решения за человека. Чтобы человек был субъектом и не тратил свою субъектность. Иначе проявление силы иллюзии, силы нереальности, силы Раху будет использовать человека и быстро его, как сказать, выснажат, истощат. Далее. Все хорошо, но что конкретно делать? Это называется как бы список вопросов, список проверок, модное английское слово чек-лист. Как перепроверить себя, что я правильно взаимодействую с информационными технологиями, с внешней реальностью, с иллюзорной реальностью, с вот этим вот потоком или полем того, что на меня выливается в виде сообщений. Вот. Можно задать несколько вопросов, которые всегда помогут мне перепроверить. Я уже как бы поглощен, захвачен, под влиянием, или я еще осознан, адекватен и так далее. Вот эти вопросы для того, чтобы поддерживать субъектность как осознанность и разумность. Осознанность Сурья, разумность Гуру. Вот.
То есть, если я вижу что-то искусственное, я должен понимать всегда, что это искусственное. Вот один вариант. Я сидел в кафе, да, смотрел там экран и показывали горы, океан, море, птиц. Это естественное. Вот. В это тоже можно залипать. Иногда это красиво. Вот. А иногда показывают какой-то искусственный мультфильм, созданный роботом, там какие-то нарисованные животные, нарисованные птицы, нарисованные цветы. Это тоже как-то затягивает, и так можно несколько часов это все смотреть. Нужно отдавать себе отчет, что это создано искусственным интеллектом, это не имеет отношения к реальности, и почему я к этому прилип. Следующее, не слишком там все преувеличено. Что-то слишком большое, яркое, цветастое, контрастное, цветное и так далее. То есть, если что-то преувеличено, значит это неестественно, и это должно вызывать опасения и осторожность. Всегда нужно отличать, что такое жизнь и что такое не жизнь. Вот, жизнь – это то, что я чувствую, это мои ощущения, мой опыт жизни. Если я чувствую себя хорошо, то у меня хорошая жизнь благодаря моим хорошим или вследствие моим хорошим ощущениям. Если у меня неприятные ощущения, я себя плохо чувствую, то у меня плохая жизнь. И никакие внешние источники информации это не могут изменить. То есть, вот, чтобы жить хорошо, нужно получать хороший, приятный, адекватный, естественный, правильный опыт жизни. Через опыт, через ощущения, через тело, через касание, прикосновение. Это реальность. Вот, если я это получаю как визуальные картинки и не проживаю телесно, через осязание, тогда это не жизнь. Следующий вопрос. Кто сейчас принимает решение, или уже его принял, или собирается принять? Допустим, там вот я решил там полчаса или час провести какое-то время с компьютером или с телефоном. А это я решение принял, или как-то кто-то за меня его принял? Почему я такое решение принял? Вот. Или более важный вопрос. Я решил там выбрать товар или место для поездки, страну для поездки, там, страну для иммиграции, или там какой-то другой выбрал себе товар, услугу, покупку. Вот. Я это сделал сам, или мне это подсказал алгоритм? Если я сам, то почему? Если алгоритм, он мне хочет добра, и он точно знает, что я хочу. Если мое внимание что-то сильно захватывает, нужно себя спрашивать, а почему именно это так захватывает мое внимание? И кому от этого будет польза? То есть, кто захватывает мое внимание и для чего? С какой целью? Следующий вопрос. Зачем? Это очень важный вопрос, можно записать как самый главный. Зачем или ради чего? С каким смыслом? Или хотя бы с какой целью? Вот. Так, у меня есть полчаса, ну-ка я посмотрю, что там у меня, не знаю, в телефоне, в компьютере, в ленте, на сайте, в поисковике или где там в соцсети. А зачем? Ответ, может быть там есть что-то интересное, неправильный ответ. Даже такой ответ как, а может быть там что-то важное произошло, это неправильный ответ. То есть пока у меня нет конкретного смысла, зачем я захожу в устройство, в программу, в сеть, в гаджет или в ленту, пока я не знаю зачем, я туда не захожу. То есть мне нужно найти, где купить там, адаптер. Понятно, адекватная цель, иду и ищу. Вот. Мне нужно узнать погоду на завтра. Ну, если это что-то меняет, надо узнавать. Мне нужно узнать там расписание, да, график, да, это цель, есть в этом смысл. Я знаю ради чего. Если, а вдруг там что-то важное, это не цель. С такими формулировками мы видим, что смысла в этом нет, мы не знаем ради чего, мы не знаем зачем, и не надо туда заходить, пока не узнаете зачем.
Ну, субъектность, да. Это позволяет мне быть субъектом. Субъектность принадлежит человеку, а не программе, алгоритму, роботу, искусственному интеллекту. В конце концов, я отвечаю за финальный результат, а не искусственный интеллект или программа, или кто-то, или тот алгоритм, который мне это посоветовал. Ну и все вышеописанное мы внесли такой как бы набор из 9 правил, 9 пунктов, да, 9 заповедей, 9 советов осознанного человека в контексте внешней, искусственной, виртуальной, информационной реальности. Вот, их можно распечатать и повесить на видном месте. Значит, первое. Назовем его осознавание границы или грани между реальностью и нереальностью. Это как бы примитивно, но я и так знаю, что это сделано искусственным интеллектом. Да, я это знаю, я это помню и всегда учитываю. То есть я всегда должен помнить, что сделано не человеком, что является неприродным, неестественным. Об этом не забывать и это осознавать. Второе. Если есть что-то чрезмерное, это указание, да, знак, маркер. Это опасно. Слишком важное, слишком красивое, слишком быстрое, слишком цветное, слишком контрастное, слишком важное, да, как еще назовем. Это изобретение, самое важное изобретение в истории человечества. Ну, тут нас хотят ввести в заблуждение. Вот. И третий пункт. Я знаю, что такое жизнь, я живу жизнью. Там, легкой или тяжелой, приятной или не совсем, напряженной, расслабленной, теплой, холодной, светлой, темной. Но у меня есть ощущение от жизни. И это жизнь. А вот все остальное, картинки, устройства, компьютеры, телефоны, программы, это инструменты для жизни. Это не жизнь. То есть все вот это то, что создано как технологии, это инструменты для жизни. Но живу я жизнью, а не этими инструментами. Для меня важна жизнь, а инструменты могут помогать, могут мешать. Но жизнь на первом месте. Тогда будет здоровье и счастье. Иначе не будет здоровья и счастья. Четвертый пункт. Всегда помним субординацию, статус, иерархию. То есть кто для кого. Я для инструмента или инструмент для меня. Я использую устройство, программу, алгоритм или интеллект. Или он использует меня. Как бы, по-детски говоря, кто на ком едет, да? Кто под кем, кто на ком. Вот. Я должен использовать инструмент, а не он меня. Иногда это незаметно переворачивается. Значит, полномочия, да. То есть я субъект, и я принимаю решения. И даже если я попросил совета, я несу окончательную ответственность за свои решения. Что я человек, я субъект. Вот. Вот этот набор аппаратного и программного обеспечения во мне – это инструменты. И инструменты для субъекта. Он выбирает, какой для каких задач. Когда нужен инструмент, когда не нужен. Это четко очерченное делегирование некоторых задач моим ассистентам, помощникам или инструментам. Но я это делегирую, и я отвечаю в целом за все сам. 7 пункт. Осознание опасности и риска. Как вот шутят иногда, все грибы можно есть, все, но некоторые только один раз, да? То есть все же нужно в жизни попробовать, и наркотики тоже нужно попробовать, чтобы знать, что это такое. Но можно попробовать и потом уже и не перестать пробовать. Поэтому, когда я что-то начинаю использовать, нужно помнить о риске, и я должен быть всегда внимательно осторожен. То есть, с одной стороны, это может быть огромная помощь, да, информационные технологии, обработка данных, это может помочь. А с другой стороны, это может быть опасным, сделать меня уязвимым, зависимым, например.
Предпоследний 8 пункт. И я всегда должен отличать, что есть разные реальности. Реальность, в которой я что-то осознаю, понимаю. Это высшая реальность. Реальность осознания, понимания. Можно назвать ее духовной реальностью. Да. Реальность, где я что-то чувствую. Это ощущение, чувство, телесный опыт. Может быть даже эмоции, но я это чувствую. Это внутренняя природная реальность. Реальность внешних объектов, окружающая среда, и природная, и социальная. Я с этими объектами взаимодействую, у меня с ними взаимодействие, взаимоотношения. Вот. И есть четвертая иллюзорная реальность, в которой там нет места осознанию и разуму, там я ничего не чувствую, там нет материальных объектов, но есть много картинок, как еще их назвать по-другому, воображаемых сущностей. Вот. И мне нужно всегда эти реальности различать, тогда вот эта сила того, чего нет, сила иллюзий, сила будущего, сила раху не завладеет моим сознанием и не уведет меня, не подменит мне высшую реальность иллюзорной реальностью. Что они очень похожи, они обе абстрактны. И идея будущего абстрактна, и там осознание Бога абстрактно. И вот этот переход между высшей и иллюзорной очень тонкий. Вот. И последнее простое правило: зачем? И вопросительный знак, и восклицательный знак. Ради чего? С какой целью? С какой задачей? То есть, прежде чем что-то войти, сделать подписку на платные услуги какого-то сервиса, или открыть телефон, зайти в программу, стать участником сети, да, то есть, или просто посмотреть, что там нового, да, сделать поиск. То есть нужно знать, зачем я это делаю, какой смысл, какая цель, или хотя бы какая задача. Иначе тогда не вот это вот как бы инструментарий для меня. Тогда я буду ресурсом для чужих технологий, чужих баз данных, чужих алгоритмов. Вот, то есть я буду ресурсом, и меня будут потреблять. Вот, а это нехорошо, давать себя потреблять. Не давайте себя потреблять. Вот, ну и в завершение добавлю, что вот это как бы испытание человека новыми технологиями, это не первое испытание воли человека. То есть когда-то было одно образ жизни, потом он поменялся, да, то есть там возникли какие-то металлы, техники, механики, инструменты, приборы, там драгоценные металлы, открытия чего-то произошли. Вот, там не было автомобилей, появился автомобиль. Помните, как это в фильме, да? То есть автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Но чаще всего это роскошь. Поэтому человек хочет хотеть и автомобиль, и золото, и власть, и деньги, и много чего другого. И вот эти вот все его устремления, они часто иллюзорны и испытывают его на стойкость, на осознанность, разумность и на волю. Вот. И испытание человека технологиями, информационными, искусственным интеллектом, соцсетями — это не первое испытание воли человека. Просто сейчас оно в другом формате, через другие технологические лазейки. Вот. Так что человек всегда боролся с этими испытаниями. Да? Не укради, не предай, не убеги и так далее. Поэтому будем стойкими. Для этого нам нужно быть осознанными, разумными и иметь силу воли. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели канал Ведобрата.